Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и мы продолжаем с вами вязать нашу лошадку Дакота. Это заключительная четвертая часть, где мы с вами соберем гривку, сделаем хвостик, уздечку и, конечно же, седло. Давайте вам немножко ближе его покажу. Вот такая у нас с вами получается лошадка, красотка. Ну что, давайте начнем наше вязание. Начнем мы с вами с ножек. Оформим ножки, потом сделаем гривку, хвостик, уздечку и седло. Итак, смотрите, мы берем с вами лошадку. На ножках у нас, помните, с вами оставалась вот такая косичка. И сейчас как раз мы будем делать бахрому. Отрежьте необходимое количество по размеру ниточек, сложите пополам и немножко вот так отмерьте. Ну, примерно вот так будет. Потом мы все это подрежем. У меня получается в 2 раза меньше. Я сейчас обрежу и покажу, как мы с вами эту бахрому будем набирать на ножку. У меня под рукой только маникюрные ножнички остались, поэтому как-то так. Смотрите, переворачиваем лошадку, чтобы копытца были вверх. Это важно, чтобы хорошо ложилась бахрома. Потом вводим крючок, ниточку складываем пополам и вот этой петелечкой продеваем, крючочком захватываем 2 нити и через петлю вытягиваем. Вот. Дальше крючочком себе помогли, подтянули, готово. Давайте еще раз покажу. Это делается легко и просто. Просто нужно немножко времени. Еще раз. Берем петелечку, вводим крючок. Вот так. Вводить нужно в каждую петлю, да? Вот в каждую петлю косички. Чтобы бахрома была красивая, вот эта шерстка на ножках у нашей Дакоты выглядела красиво. И все, подтянули. Поправили. И вот таким образом у нас получается с вами бахрома. Потом мы ее подрежем, выровняем и делаем это так по кругу, по каждой ножке. Давайте я сделаю это за кадром. И вы тоже. Ну а теперь нам нужно с вами что сделать? Ушки. Пришить ушки. Мы с вами связали в прошлом 3-й части мастер-класса ушки. И теперь мы с вами их пришьем. Сначала можете приколоть их булавочкой, чтобы вам удобно было. Выберите, чтобы не слишком близко к глазкам или далеко. У меня вот так они пришились. Ушки готовы. Теперь мы с вами оформим глазки и сделаем утяжку лица, мордочки нашей лошадки. Для этого нам понадобится иголка подлиннее и ниточка, с которой мы вязали нашу лошадку, основной цвет. Или же, может быть, если вы вяжете из плюшки, тогда возьмите такого же цвета ниточку. Может быть, не плюшку, неудобно будет делать утяжки. Так, я оформляю иголку в нитку, беру подлиннее ниточку. Может, берите не такую длинную, как я взяла, вам будет немножко легче. Делаем узелочек, он проскочит, ничего страшного. Вводим иглу в основании, где у нас будет шейка, а выводим там, где у нас глазки. Вот так. Все равно у нас там будет шея, мы потом впоследствии пришьем голову к туловищу, а пока выводим в уголке глаза лошадки иглу. Вот вам видно?
где-то посередине уголок. Вот так. Мгм. И выводим нашу ниточку. Смотрите, чтобы она у вас не запуталась, как у меня. Так. Раз, видите, и спрятался узелочек. И нам надо сделать как бы с вами такое небольшое веко. Но сначала мы с вами сделаем утяжку, поэтому мы с вами берем иголочку и вводим чуть-чуть, ну, на один столбик ниже, и выводим в уголке другого глаза. Вот тут мы немножко закрепим и подтянем. Видите, раз, и у нас делается утяжка с вами. Здесь также опускаем на один столбик ниже и выводим примерно на один столбик выше с другого глазика. Ну, я надеюсь, вам все видно, я понятно объясняю. И подтянули. Видите, уже формируется как бы лобик, мордочка у нашей лошадки. Теперь нам нужно с вами сделать веко. Для этого мы берем в один край глаза, а иглу выводим посередине сверху, чтобы подхватить ниточку и ее закрепить. Ну, я такой вариант использую. Вы хотите, можете на клей посадить ниточку из-под века. Мне кажется, так немножко будет проще. Просто тут выровняйте ниточку. Она у меня крученая и немножко надо постараться. Вот так. Потянули, и теперь иголку введем в то же место, откуда она вышла. И таким образом у нас получается с вами закрепиться веко. Я поправляю пока, чтобы ниточки хорошо распрямились. Вот, глазик должен получиться красивый. И вводим иголку туда же, откуда она вышла с вами. И то же самое делаем на втором глазике. Повторяем это. Видите, я взяла очень длинную нитку. Возьмите чуть-чуть короче. Вот. Как бы веко у нас такое образовалось у лошадки красивое. Сейчас делаем еще одно веко, а потом еще больше утянем мордочку. Второй глазик повторяем по тому же самому принципу. Вот так. Укладываем ниточку и закрепляем ее. Угу. То же самое отверстие вводим иглу. И у нас не будет видно, но будет закреплена нитка. И дальше мы сейчас с вами сделаем утяжку. Для этого снова возвращаем иголку к первому глазику, если можно так сказать. Но смотрите, делаем на 2 столбика ниже. И чтобы у нас глаз с вами не потянулся, мы пока расправим вот эту ниточку. Но так как мы будем делать утяжку, то нам с вами нить надо будет закрепить. Для этого мы просто делаем стежок. Рядышком, видите, я подхватываю один столбик. Так как у нас ниточка в цвет, это абсолютно не будет видно на игрушке. Ниточку закрепили, и вот теперь уже будем делать утяжку морды. Вводим рядышком иголку. Ну и уже сам процесс. Тут уже, я думаю, вам все видно. Делаем параллельно. Раз и подтянули. Опускаемся на один столбик ниже.
И то же самое проделываем с другой стороны. И проходимся так, подтягивая. Вот так формируется мордочка. Еще один раз. Давайте вот так. Подтянула. И тут вы уже посмотрите по своей игрушечке, лошадке, хочется вам еще больше стягивать или может быть уже достаточно. Вот так иголочкой можно холофайбер внутри немножко поправить. Я думаю, что мне хватит, не буду больше делать утяжку, поэтому я просто ниточку закрепляю. Все, закрепила. И я ее выведу в район шеи. А потом этой же ниточкой, я ее не обрезаю, я пришью голову к туловищу лошадки. Вот мы с вами сделали утяжку мордашки. Готово. Вот такая уже похожая больше на лошадку. Глазки, мордочка. Красивая, ушастая. Теперь будем делать гриву. Давайте начнем. Итак, приступим. Будем делать с вами гриву. Для этого нам надо с вами связать цепочку из воздушных петель. Грива у нас будет заходить на шейку. Это сейчас мы с вами обсудим. Берем основной цвет, которого у нас лошадка, и вяжем воздушные петли. Я провязала 34 воздушные петли, но хочу обратить ваше внимание, что вы, когда будете вязать цепочку, вы примеряйте уже на свою лошадку, чтобы она у вас не получилась слишком длинная, ну и не получилась короткая. То есть грива у нас должна заходить до туловища, по голове и по шейке. И еще я вам сейчас покажу, должно быть как бы для челки. Мы там сложим немножко нашу цепочку, чтобы образовалась челка. Вот так примеряйте и по шейке. Что я имею в виду? Вот так мы с вами сложим, чтобы челка была более объемная, поэтому учтите этот момент, как бы сделайте прибавку на челку и до конца шеи. Дальше со второй петли от крючка мы с вами вяжем столбики без накида до конца нашей цепочки. Я не буду делать это на камеру, просто вяжем до конца. Хорошо? И покажу вам дальше. Связала. Вот такая у меня получилась длинная. Ниточку мы с вами эту обрежем. Закрепим. И вот я то, о чем вам говорила. Нам надо будет с вами вот так сложить для челки. И дальше изнанкой получается, что наружу у нас с вами будет эта полосочка. А вот за эти петелечки мы с вами будем цеплять бахрому. Подобно тому, как мы это делали на ножках, но сейчас я вам все покажу. Итак, отмеряем себе бахрому на челку. Померите, какой длины вы хотите, чтобы была челка, и отрежьте. Сначала небольшое количество я вам предлагаю, а потом уже будете дорезать. Берем нашу полосочку и с изнаночной стороны будем цеплять бахрому. Опять же, складываем пополам, вводим крючок, захватываем петельку и продеваем сквозь петельку. Готово. Подтянули. Готово. Вот так получается бахрома.
И делаем так по длине, по всей нашей полосочке для гривы. Сделали петельку, протянули крючок, вывели хвостики. Готово. Делаем это с одной стороны, посередине и с другой стороны. Давайте я это сделаю за кадром и потом вам покажу, какая же бахрома у меня получится. Так, вот я уже начала делать. Видите эту бахрому? Потихонечку. И хочу вам показать, челку мы с вами будем вот так пришивать. Видите, и челка, ну в моем случае, может у вас будет по-другому, она у меня короче у моей Дакоты, чем будет сама грива. Поэтому дальше, когда вы будете набирать гриву, вы возьмите ниточки подлиннее, чем была ваша челка. Ну вот смотрите, вот это у меня было для челки ниточки, а вот для гривы я уже взяла длиннее, потому что мне хотелось, чтобы грива так не спадала красиво у моей Дакоты. И уже от челки делаем длиннее гриву, то есть отрежьте подлиннее бахрому. Ну что, давайте я соберу за кадром гриву и покажу уже, что у меня получится. Пошла собирать мою Дакоту. Красавицу. Ну и вот эта заготовка. Вот такая она у меня получилась. Некоторые ниточки я, видите, распустила, некоторые оставила. Сделала я в 3 ряда, то есть с одного края, с другого и по центру. Вот такая пышная грива. Я вам покажу. Вот здесь мы будем пришивать. И вот как раз челка у меня пришита. Как я это сделала? Сначала набрала полностью гриву, а потом вот так сложила и уже пришила в готовом виде. И вот так у меня вышло. Видите, вот петелечка такая. Расчесала, некоторые я распустила, решила ниточки, потому что у меня такая витая ниточка. И теперь мы это все с вами пришьем к лошадке. Голову за кадром я уже пришила. Ниточки оставила. Сейчас я буду пришивать гривку, они мне пригодятся. И давайте я прикреплю и покажу вам, что примерно должно получиться. Ну, вы уже все видели, конечно, но сам процесс. Вот так мы прикалываем, укладываем. Я предлагаю вам сначала приколоть булавочками, а потом пришить по шейке, и вот такая грива у нас получится. Я пришила. Вы хотите, можете посадить на клей. Это уже как ваша фантазия и желание проявится в этом. Я пошла пришивать. Ну вот, я вам покажу. Я пришила уже гривку. Вот такая красивая получилась. И хвостик. Осталось показать вам, как сделать хвостик и пришить, связать седло и уздечку. Итак, хвостик. Расскажу вам, как хвостик вязать. Принцип похожий, как мы с вами делали гривку. Мы вяжем воздушные петли, потом обвязываем их столбиком без накида. Единственный момент, вы свяжите воздушных петель в 2 раза больше. Если у вас такой хвостик, то свяжите вот столько петель.
Потом вы складываете пополам, сшиваете и набираете бахрому точно так же, как вы набирали нагривку, а потом просто пришиваете. И вот такой хвостик торчащий у вас получается. Так, ну что, давайте свяжем седло. Вот такое седло. Потом мы с вами свяжем эту уздечку к седлу и все вместе соберем. Начнем. Я взяла серенькую ниточку. Захотелось мне добавить немножко блестяшек, и поэтому я еще добавлю золотую ниточку, где-то у себя нашла. Размер нитки точно такой же, крючок тоже 2,5. И давайте с вами приступим. И начнем мы с вами вязание с 5 воздушных петель. Сначала сделаем закреп и набираем 5 воздушных петель. Первую, вторую, третью, четвертую и пятую. Дальше во вторую петлю от крючка мы с вами вяжем прибавку, одну прибавку. Связали, отлично. Потом у нас идет 2 столбика без накида подряд. Первый столбик и второй. И остается у нас с вами последняя петля. Вот здесь. В нее мы провязываем 3 столбика без накида в последнюю петлю. Второй и третий. И поворачиваем наше вязание и вяжем 3 столбика без накида в обратной стороне, скажем так. Первый столбик, второй по кругу. Угу. И третий. И в первом ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков без накида. Вот начало седла готово. Теперь давайте возьмем маркер. Я возьму хвостик серенький вместо маркера. И продолжим наше вязание. Так, второй ряд у нас будет 2 прибавки подряд. Сначала первая прибавка. В следующую петлю у нас идет вторая прибавка. Потом мы вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. И тут внимательно, у нас идет 3 прибавки подряд. В одну петлю первая прибавка. В следующую петлю вторая прибавка. И третья прибавка. Так, продолжаем наше вязание. Потом у нас с вами идут 2 столбика без накида. Давайте провяжем первый и второй. И в последнюю петлю мы с вами делаем прибавку. И во втором ряду у нас с вами должно получиться 16 столбиков без накида. Так, давайте я сейчас этот маркер просто вот так положу, чтобы каждый раз его не перетаскивать. И ненужные ниточки обрежу. Замечательно. Третий ряд мы вяжем по схеме столбик без накида, прибавка, так повторим 2 раза. Столбик без накида, прибавка, и еще один раз столбик без накида, прибавка. Дальше мы с вами вяжем 2 столбика без накида, первый, второй. И дальше у нас опять схема столбик без накида, прибавка. Так повторим 3 раза. Первый раз провязали, второй столбик без накида, прибавка. И еще третий раз столбик без накида, прибавка.
Потом мы с вами вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И последнюю вяжем прибавку. И в третьем ряду у нас с вами должно получиться 22 столбика без накида. Так, продолжаем наше вязание. Для меня это последний ряд, 4. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И повторим еще один раз. 2 столбика без накида, прибавка. Затем у нас с вами идут 2 столбика. Первый, второй. Вот. Еще один раз мы повторим, еще 3 раза повторим раппорт. 2 столбика без накида, прибавка. И так еще 2 раза. 2 столбика без накида и прибавочка. Немножко я затянула вязание. Ну ничего. И последний раз 2 столбика без накида, прибавка. И остается у нас с вами 4 столбика, а в конце будет прибавочка. И в 4-м ряду у нас с вами должно получиться 28 столбиков без накида. И в принципе седло сформировано, связано. Последняя у нас прибавка. Все, готово. Маркер я убираю. Его потом нужно будет заправить, обрезать. Растяну, потяну, чтобы было ровненькое. В принципе, мне такого седла достаточно. Я померила на свою лошадку. Мне оно в самый раз. Сейчас я вам покажу. Вот моя лошадка. Так, немножко сделаю, чтобы лучше видно. Видите, вот здесь у меня 4 ряда. Если хотите, можете добавить 5, но оно будет шире. Уже смотрите по своей лошадке, какая она у вас получится. И теперь мы будем вязать уздечку, вот эту, и присоединять шлевки. Уздечку мы начнем вязать с кольца амигуруми. Поэтому давайте я лошадку пока отложу. Эту ниточку мы с вами, она нам не понадобится, мы с вами ее сейчас сделаем соединительный столбик последний, отрежем ниточку и закрепим. Давайте вот так сделаем с вами. Готово. Потом хвостики это все уберете, да, и я уберу. Так, готово. Ну и что? Давайте тогда начнем вязать уздечку. Начнем с кольца амигуруми. Пока я отложу седло в сторону. Дело в том, что я, когда вязала для моей Дакоты эту лошадку-уздечку для лошадки, я это все делала вечером и не записывала видео, поэтому просто сейчас вам расскажу, как это делать. Делаем кольцо амигуруми, 6 столбиков без накида. Это уже не сложно, мы с вами все умеем это вязать. Кольцо затягиваем, делаем соединительный столбик. Вот, и в принципе вот это начало нашей уздечки. Вот отсюда. Дальше мы будем вязать воздушные петли. И смотрите, так как, чтобы было вот такие, как бы присоединим здесь, да, вот такие красивые петельки, то я буду вязать изнаночной стороной. Угу. Давайте начнем, а потом присоединю опять к этому кольцу амигуруми. Ну, я вам все сейчас покажу. Давайте начнем вязать. Смотрите, я вам не буду говорить, сколько нужно вязать воздушных петель, набирайте рандомно, потому что каждый вяжет разной плотности.
Мне показалось, что изнаночная сторона будет красивее, эти все ниточки уберутся, поэтому я оставляю изнаночную сторону на лицевую. Надеюсь, я понятно объяснила. Вяжете воздушные петли и примеряете, какая вам необходима будет длина этой уздечки. Просто по своей лошадке примерьте. Я сейчас вяжу просто так. На примере примерное количество, чтобы вам просто показать это вязание. Пусть будет вот столечко, да? Теперь мы берем с вами седло и присоединим к центру седла, да? Вот здесь это примерно будет. И так, чтобы у нас уздечка вот этой красивой цепочкой оставалась как бы с лицевой стороны, то мы ввязываем изнанка к изнанке. Вот так. Потом продолжаем наше вязание. Продолжаем вязание точно столько же петель, сколько мы вязали от начала нашего кольца амигуруми. Вот такого же размера. Угу. И опять же я вяжу просто на глаз, а вы уже себе отмерите, сколько необходимо. Так, ну вот я довязала. Теперь нам надо с вами присоединить кольцо амигуруми. Видите, мы отступим 2 петли и в третью сделаем соединительный столбик. Находим наше кольцо амигуруми. Вот. Отступаем 2 петли, первую, вторую, и делаем соединительный столбик. Мы уздечку пришили, привязали. Видите? И теперь нам нужно с вами провязать цепочку до пузика. И там дальше тоже у нас будет цепочка вязаться до седла. Я предлагаю вам одеть на вашу лошадку, и вам так будет легче вязать. Я так и делала, когда вязала свою. Дальше по кольцу амигуруми мы делаем соединительные столбики. 3 штучки вяжем. Первый, второй, так, чтобы по центру у нас получилось. И третий соединительный столбик. Вот видите? И дальше нам нужно с вами вязать цепочку до середины животика. Тоже проверьте, чтобы у вас там, где изнанка была изнанка, там, где лицевая шла лицевая цепочка, чтобы они перекрутились. Тоже промерьте по своей лошадке количество петелечек, сколько вам надо провязать в цепочке. Так, пусть будет столько. Потом смотрите, здесь, чтобы сделать перемычку, мы с вами вяжем во вторую петлю от крючка 2-3 столбика без накида. Делаем или прибавку, или 3 столбика без накида. Ну, без разницы. Это будет зависеть просто насколько красивее будем ввязывать вторую поворосочку. И продолжаем теперь вязать цепочку из воздушных петель. И это уже будет наша поперечная уздечка, которая присоединится к седлу. Ой, надеюсь, я вам понятно объясняю. Вот отсюда, видите, и вот эта уздечка. И когда мы с вами довязываем нужное количество, мы берем седло и вот уже
посередине боковой части седла мы делаем с вами соединительный столбик. Соединяем седло с вот этой шлевкой. Угу. Так, давайте я возьму удобнее. Вот так. Соединительный столбик. Все, ниточку обрезаем вот эту и потом просто закрепляем. И ее там уже ниточками спрячете. Ну вот таким образом получается, да? А вторую боковую часть, ну я просто уже сниму, чтобы показать вам более понятно. Но вы делаете это на лошадке, потому что потом не сможете одеть. Вот, смотрите, и вот с вот этой соединительного, помните, мы делали с вами прибавка или 3 столбика без накида в одну петлю. Вот сюда мы с вами присоединяем ниточку и снова вяжем цепочку из воздушных петель, равнозначную, как мы вязали до этого, боковую часть. Ввязываем. Цепочка. И вот так у нас, видите, получается. И вот сюда же потом привяжем с вами. Давайте я вам на лошадке покажу. То есть, повторюсь, начинаем мы с вами с кольца амигуруми. Потом дальше вяжем ряд воздушных петель. Вяжем, вяжем, вяжем. Присоединяем к седлу столбиком без накида. Продолжаем вязать цепочку из воздушных петель. Дальше вяжем 3 соединительные столбика по кольцу амигуруми. И снова вяжем цепочку из воздушных петель до середины животика. Потом во вторую петлю от крючка мы вяжем 2 или 3 столбика без накида и продолжаем вязать цепочку, присоединяем к седлу. И тогда от пузика присоединяем ниточку и вяжем еще цепочку и присоединяем к седлу. А можно начать вторую цепочку от седла, провязать воздушные петли и присоединить уже на пузике. В общем, как вы сами решите. Все, готово. Осталась у нас уздечка. Давайте я просто расскажу, как ее вязать. Смотрите, я здесь набрала 32 воздушные петли. Вы можете набрать меньше, больше. Я еще раз повторюсь, это зависит от того, насколько ваши петельки растянуты или не растянуты. Дальше мы продолжаем вязание и вяжем цепочку уже по длине шлевки. Вот отсюда, смотрите, мы вяжем цепочку, да, размером, чтобы она держалась за голову лошадки. И присоединяем к другому концу уздечки. Все, присоединили, одели, зашили, померили. Все прекрасно. Смотрите, лошадка готова. А мне было очень приятно с вами вязать. Если вам понравился этот мастер-класс, повторюсь, поставьте лайк, мне будет приятно. И до новых встреч. Пока-пока.